Привет, меня зовут Кирилл, и в этом видео я попытаюсь развенчать миф о том, что некоторые глаголы в английском языке нельзя использовать в степени progressive, то есть с окончанием ing. Напоминаю, вы можете меня найти в инстаграме Kirill's_English, у кого его нет, в телеграме Kirill's_English. Также напоминаю, что если вы хотите индивидуальные уроки со мной, все подробности по ссылке в описании под этим видео. Кто может вскидку назвать глаголы, которые вы, может быть, учили в школе, либо в университете, либо, как говорится, жизнь вам научила, которые не используются якобы в длительном времени с окончанием ing. Будем называть эти глаголы progressive, прогрессивные. Первый глагол, с которого мы сегодня начнем, глагол feel. Глагол feel. Начнем с легкого. Обычно мы говорим, что I feel bad. Когда вы чего-то там сказали человеку малоприятного, и хорошая мысля приходит опосля, и вы сожалеете, говорите I feel so bad. Мне так неловко, я сожалею о том, что сказал. I feel bad, I shouldn't have said that, например. Помните, что I feel bad не переводится «я себя плохо чувствую», это вообще не про самочувствие. Здесь вы используете feel в обычной форме. Когда вы говорите I'm feeling, вы имеете в виду, что вы буквально чувствуете всеми фибрами своей души или кончиками волосков. Например, упал на вас паук, и вы чувствуете, что там что-то у вас сзади ползет. Сами решите, в каком сзади у вас что-то ползет. И вы говорите I'm feeling something on my back. Здесь вы используете глагол feel в его значении чувствовать, и это значение action, это глагол действия. I feel that Mr. Kim is a good teacher. On the other hand. Это другое предложение. Здесь вы говорите, что я считаю, я полагаю, у меня есть предчувствие. Это совершенно другой глагол. Вы literally ничего не чувствуете, не ощущаете. Это ваша чуйка, так сказать. I feel that Mr. Kim is a good teacher. У меня такое ощущение, что мистер Ким это хороший учитель, преподаватель. Следующий глагол это глагол have. Классика жанра I have a big house, говорите вы. Но когда нам нужно сказать, что мы ужинаем, обедаем, завтракаем или чего-то еще, вы говорите I'm having dinner. И здесь глагол have переводится как есть или принимать напитки. I'm having a drink. Но на этом мы не останавливаемся. Вы также знаете уйму других выражений с глаголом have, где have это не иметь, а делать что-то. Action verb. Поэтому можем использовать его в степени progressive, то бишь с окончанием ing. Например, когда вы говорите, что I'm having a good time. Или когда вы спрашиваете кого-то Are you having a good time? Вам нравится здесь? На концерте, во время какого-то мероприятия. Придумайте контекст сами. I'm having a good time. Я получаю удовольствие. Здесь have не имеет перевода иметь. Это то, на что вам прежде всего нужно обращать внимание. Не на форму глагола, не на сам глагол, а на то значение, в котором он используется. Если глагол используется в одном значении, это не значит, что при его использовании в другом значении мы должны переносить эти грамматические правила. В частности, что ing не используется. Следующий глагол see. Во время конференции по Zoom, ну, либо другой программе, вы говорите Do you see me okay? Обычно преподаватели говорят Do you see me okay? Там меня нормально видно? Камчатка. Но есть значение, когда глагол see не используется как видеть, а в других значениях. Например, вы говорите, что I'm seeing a therapist. I'm seeing a therapist. Я хожу на прием к психотерапевту. I'm seeing a doctor. Здесь вы подразумеваете, что вы ходите уже какое-то время, и это ваша обычная рутина стала. I'm seeing. Это временное действие, поэтому вы используете глагол ing. Present continuous, так сказать. Или такой пример. Anna and Piotr are seeing each other. Анна и Петр встречаются, с чем мы их сердечно и поздравляем. They're seeing each other. Классика жанра. Глагол love. My dog loves treats, говорите вы. Моя собака любит вкусняшки. Самые разные, которые вы можете себе позволить ей купить. Но во всем известном слогане Макдональдс I'm loving it. Глагол love используется в progressive форме для того, чтобы показать
вот этот вот fleeting moment, момент сейчас. В ресурсе, так сказать, в моменте мы наслаждаемся чем-то. Поэтому, когда вы пошли прыгать на батуты, и вас спрашивают how do you like it, вы прыгаете и кричите на весь зал I'm loving it. Мне это нравится здесь и сейчас. И это вполне себе обычный английский современный язык. Также вы можете сказать, когда вам кто-то чего-то, чем-то угостил, вернее, и спрашивает, how do you like it? Или do you like it? Вам нравится то, что вы едите? И вы говорите I'm loving it. Можно побольше энтузиазма добавить. Мне нравится здесь и сейчас. Вы, конечно, можете сказать I like it, но I'm loving it здесь больше, так сказать, драмы и экспрессии. И когда я говорю слово драма, я имею в виду прилагательное dramatic, экспрессивный, выразительный, а не та драма, которая drama queen. Вы поняли. Едем дальше. Глагол be. Mary is old and wise. Годами научена уже. Здесь используем обычный глагол is, это состояние. Но he is being rude to his staff. Здесь мы в моменте, в ресурсе подчеркиваем, что сейчас, в данный момент, он очень неуважительно общается со своими подчиненными. He is being rude at this particular moment. Он может быть вообще не rude, это не его характеристика, мы сейчас не про это. Мы в моменте, в ресурсе, так сказать. He is being rude. И это очень часто такой прием используется, когда вы хотите сказать, что вот сейчас, в этом моменте, человек ведет себя как-то очень странно. И завершает этот замечательный хит-парад глагол want. Хотеть. Например, My cat wants to go outside. Моя кисуля хочет пойти погулять. Я сейчас про домашнее животное. My cat wants to go outside. Меняем формат. Получается следующее предложение. I've been wanting to talk to you. I've been wanting to talk to you. Здесь мы имеем дело с идиоматичным использованием глагола want. Вы можете вместо want поставить глагол mean и сказать I've been meaning to talk to you. Я уже давно с вами хочу поговорить, Пал Палыч. Давайте уже присядем, так сказать, перетрем. I've been wanting to talk to you. Вы можете произносить глагол want как wanting через true t, либо I've been wanting, потому что н и т на стыке это один и тот же звук. Язык в одном и том же, прости господи, месте. Поэтому зачем платить больше? Wanting. Давно хочу с вами поговорить. Это самый минимальный хит-парад, который вы когда-либо найдете, но это одни из самых частых глаголов, которые используют в быту, в everyday English. То вы услышите эти выражения очень часто, и имеет место их уметь интерпретировать в потоке быстрой, неподготовленной, спонтанной речи. И использовать самим тоже будет не лишним. Going back to feel. Напоминаю, что глагол feel произносится с небольшим звуком шва в конце. Смотрите. Сейчас произнесу без него feel. Сейчас произнесу с ним feel. Feel. Чуть-чуть такого звука как будто у вас болит живот. Немного. Feel. How do you feel? Как говорит одна известная личность, что, котятки, на сегодня это все. Я желаю всем отличных выходных. Пока.